Это вообще ужас просто. Это полиция орхидейных нравов, она бы меня посадила бы в тюрьму, наверное. Настраиваю, чтобы была тепленькая водичка. И вот так вот поливаю. Прямо стараюсь все листочки смачивать. Вот, представляете? Иметь крутую бабочку в коллекции и даже не знать об этом. Вот как это возможно? Я от души благодарю Наталью за то, что она рассказывает все подробно в своих видео и дает нам другой, совершенно отличающийся взгляд на то, как нужно растить орхидеи. И мне кажется, что основное, что Наталья хочет нам привить, это способность понимать, именно понимать конкретно свои орхидеи. В комплексе оценить состояние корней, состояние листвы, состояние ее цветоносов и понять, что же ей надо, что же сделать для еще более хорошего ее развития. И это, конечно, самая большая ценность. Интересно, чем это все дело закончится, как это все будет выглядеть уже зимой, когда все расцветет. Привет, друзья! Вы на канале Классика орхидейного жанра. С момента выхода предыдущего видео из Санкт-Петербурга от Анны Косолаповой прошло почти 3 месяца, и орхидеи зацвели. Если вы хотите посмотреть, как все это начиналось, ссылки на предыдущие видео я, как всегда, оставлю в первом закрепленном комментарии под этим видео и в описании к нему. Ну а теперь встречайте видеоотчет о зимнем цветении орхидей в Санкт-Петербурге с элементами ухода, за которые полиция орхидейных нравов наверняка определила бы Аню в тюрьму. Здравствуйте, уважаемые зрители канала Классика орхидейного жанра. Меня зовут Анна Косолапова, я из Санкт-Петербурга и, как обещала, отчитываюсь вам о цветении своих орхидей. Сегодня у нас выдался солнечный денек, наверное, первый за последние недели 2, может быть, даже и больше. Бедные орхидейки солнце вообще не видели, только за счет лампы живут. Вот про лампу в прошлый раз я рассказывала, в прошлом видео. В прошлом видео у меня были цветочки только с цветоносами, а сейчас вот они наконец-то все практически полностью распустились, и я сейчас про них понемножечку расскажу. Первая орхидея, про которую хочется рассказать, это вот моя белая, большая белая орхидея. У нее было много цветоносов, и она самая первая и расцвела. Вот как на солнышке красиво. Вот, в общей сложности на ней 16 цветов сейчас. У нее есть один вот этот вот цветонос, он новый. Вот эти вот два — это ответвления от старых цветоносов. Вот. И еще она отрастила вот от третьего старого цветоноса вот один только. Не хватило ей сил больше. Вот здесь получается 6, 6, 3 и 1. Получается 16 цветов. Вот, цветок большой достаточно. Я мерила где-то сантиметров 9,5, наверное. Вот, это, наверное, такое одно из самых мощных цветений. Вот, далее вот такая вот орхидея моя. Вот она у меня вообще каждый год цвела всегда. Самое большое у нее, по-моему, было 11 это цветов. Вот сейчас у нее 7 цветов. Но, в общем, я этому очень рада, честно говоря, потому что я же в этом году их всех пересадила. В прошлом видео рассказывала, некоторые удачно, некоторые неудачно, и вот это вот она много листьев потеряла, и, в общем-то, спасибо, что вообще она расцвела. И вот я, кстати, забыла показать, что у меня вот эта орхидейка тут придумала дорастить еще цветочков себе. Так интересно. Вот я знала, что для нее, конечно, 7 это мало. Вот это вот наша мать года. Вот она. Мне сказали в одном из видео, под прошлым видео, что, возможно, это орхидея тополина. Я не знаю точно. Я нашла видео с орхидеей тополина, и у той орхидеи, там вот эти вот лепестки, они круглые. А вот у моей орхидеи у нее ярко выраженный уголок такой вот. А в целом очень похоже. Может быть, еще кто-то мне подскажет, что это все-таки за орхидея. Вот у нее такая губа крапчатая. Вот. И еще когда вот сзади на нее смотришь, вот тут вот есть такие вот розовые какие-то или сиреневатые разводы на тыльной стороне. Ну, мать года что? Она у нас остановилась в росте деток и решила, видимо, заняться собой, потому что детки, я так понимаю, они как были, так и остались, в общем-то.
Вот это вот тут маленькая, которая на краю. Она, по-моему, так, может, корешки подрастила. Вот. И она вот все силы у нее пошли в рост. Вот даже не знаю, сколько у нее здесь цветов. Я думаю, что порядка 20. Вот. А вот это вот деточка ее маленькая, которую я отсадила тогда. И она вот распустила. У нее было 4 бутончика. Она все свои 4 бутончика распустила. Вот молодец, держишь. Для нее, для такой маленькой, они кажутся просто гигантскими, эти цветы. Хотя я тоже померила линейкой. Они одинаковые, такие же, как у мамаши. Но на маленькой они смотрятся больше. Вот я тут закрепила немножечко, а то у нее очень раскидистые были цветоносы. Для тех, кто не смотрел прошлое видео о матери года или матери героини, расскажу, что помимо того, что орхидея цветет на 2 цветоноса, у нее на цветоносах, на прежних цветоносах растет 4 детки. И об этом тоже есть отдельное видео, ознакомиться с которым вы можете, пройдя по ссылке в описании к этому видео. Это вот у меня орхидея Майя, которую мне подарила заловка в прошлом феврале. И вот это вот, конечно, у нее тоже какое-то шикарное, невероятное цветение. У нее, это новый цветонос, и от него еще она выпустила 2 ответвления. На каждом ответвлении по 3 цветочка. Вот она почти все раскрыла, вот здесь остался 1 бутончик, а здесь она все раскрыла. Вот, и получается, что у нее здесь на основном цветоносе 7, по-моему, было цветов, и еще 3 на одном и 3 на другом, значит 13 цветов. Вот она. Мне, конечно, очень она нравится. У нее такая интересная губа красная, такая бордового прям цвета. Вот, и здесь вот на ней такие смешные усики, как у Эркюля Пуаро. В общем, она очень такая интересная, приятного такого нежного цвета. Вот сейчас камера не передает совершенно. Она в солнечных лучах вообще такая золотая какая-то, лимонно-золотая. Вот на камеру она бледнее. Вот. Полив у меня происходит вот так вот, прямо в раковине. Вода у нас мягкая в Санкт-Петербурге. Вот я включаю, настраиваю, чтобы была тепленькая водичка. И вот так вот поливаю. Прямо стараюсь все листочки смачивать. И потом наливаю водичку вот до этого уровня примерно. И стоят они у меня с водой где-то 30 минут, 40, там, может, когда и час. В общем, как получается. Вот такие вот красавицы. И получается, что заодно и листики у них смоченные, и корешки. Две неожиданности. Во-первых, вот эти у меня орхидеи расцвели наоборот. Вот эта вот орхидейка, наверное, вы помните, я про нее рассказывала, вот у нас дырочкой в листике. Там я считала, что она красная. Я ее называла красная-прекрасная. Подписана она у меня как красная. Вот, и я от нее ждала, собственно, красного цветения. Вот, пожалуйста, распустилась вот такая вот розовая. Я помнила, что у меня какая-то орхидея есть вот такая розовая, потому что однажды она у меня в лето решила расцвести одна единственная, вот эта вот розовая. Тоже у нее был такой цветоносик длинный. Вот, она вот так вот раскрылась. Вообще был сюрприз, конечно, так забавно. Мне она очень нравится, она такая нежная-нежная, она какая-то розово-сиреневая, с такой вот желтой какой-то зеленой губкой. Тоже хорошая такая, красивая. Крупные у нее бутоны, цветы у нее тоже где-то, наверное, где-то 9 сантиметров, чуть меньше, чем у белой. А красная, прекрасная, она у меня вот оказалась. Я определила, что это орхидея Asian Coral. От этой я ждала, что она будет вот какой-то такой нежно-розовый, либо бледный какой-то. У меня по фотографиям есть какая-то бледно-зеленая какая-то орхидея. Думала, это она. Нет, вот, пожалуйста. Вот это вот очень красивая, просто невероятная. И здесь вот вообще камера, конечно, вообще не передает цвет, особенно на солнце сейчас, вот совершенно. Вот, а так она, конечно, такая бордовая, просто вот светится. А когда под лампой, она вообще у нее какой-то странный такой еще с каким-то фиолетовым цвет. Вот, а если выключить лампу, то она какая-то темная такая становится, бархатистая, вообще очень интересная. Вот, у нее тоже где-то, наверное, цветок такой же, как у розовой, где-то 9 сантиметров.
Очень красивая. Вообще невероятно. Не зря я ее ждала. Вот она мне тоже 7 бутонов дала, и та розовая тоже 7 бутонов. Какое-то магическое число 7. Главный, какой-то главнейший, вообще непонятный сюрприз, странность, и я не знаю даже, как это вообще это назвать. Вот эта вот орхидейка, тоже я про нее рассказывала. Вот, кто помнит, я рассказывала, вот эта орхидея, которую я неудачно пересадила с цветоносом, с цветами, и она все силы отдала на цветонос. А вот эта вот орхидея была в таком же состоянии, цветонос у нее сломался, и я ее посадила, и она поэтому не потеряла тургор и вообще была в более хорошем состоянии. Вот она мне распустила 3 бутончика. И она, в общем-то, всегда. Вот она 3, по-моему, максимум 5 она мне давала бутонов. Но здесь, ладно, она еще после пересадки. Спасибо за 3. И посмотрите, какой она красивой бабочкой раскрылась. Идеальной совершенно. Я вообще была полностью уверена, что никаких бабочек у меня нету в коллекции. Вы представляете? Я посмотрела специально свои старые фотографии с цветением орхидей. И у меня она там была тоже бабочкой. Представляете, а я этого даже не знала. Я настолько вообще не интересовалась орхидеями, что я даже вообще не поняла, что у меня в коллекции бабочка есть. Я даже не знала, что это такое. Я даже этого не помнила. Я считала, что она обычно цветет. И вот у нее тоже здесь, конечно, на солнце. Я потом еще сниму без солнечного света, потому что она такого темно-фиолетового цвета такого, а на солнце вот она совсем другая, и у нее такая губа темная. Вот я даже не знаю, вот тоже подскажите, что же это такое же за орхидея вообще. Совершенно я кайфую просто от того, какая она идеальная бабочка. Просто потрясающе. Вот такие вот дела, представляете? Иметь крутую бабочку в коллекции и даже не знать об этом. Вот как это возможно? Вот эта вот у меня орхидея, она до пересадки я нашла фотографии, как она выглядела. Это вообще ужас просто. Это полиция орхидейных нравов, она бы меня посадила бы в тюрьму, наверное. Потому что очень плохо. Она вся на одну сторону, у нее листья оставались только с одной стороны. С другой стороны, у нее были листья все повреждены, там либо наполовину, либо полностью, потому что она падала. Корни все были ужасные, какие-то страшные, черно-коричневые, все тоже комком. В общем, ужас. И я сейчас даже вот кайфую не только от цветения, конечно, от цветения тоже, но и от того, как они все опрятно, хорошо выглядят, как они прекрасно себя чувствуют в своих посадках, какие они ровненькие, какие у них розеточки красивые, листовые, какой у них тургор хороший. Вообще, какие у них раскукленные корешочки прекрасные, растущие. То есть вот это вид здоровых, красивых орхидей, у которых все в порядке в жизни. И я, конечно, наслаждаюсь и этим видом, и тем, как они потрясающе цветут. Ну, из нашего последнего видео я, в общем, особо ничем не подкармливала так, потому что они уже все были с цветоносами, и я особо их не мазала алоэ и не поливала этим алоэ. В общем, я их только чистой водой поливала и опрыскивала. Вот сначала опрыскивала, потом к Новому году уже практически не опрыскивала. Так что вот что зародилось, то и распустилось. А в целом про свой уход я в прошлом видео рассказывала. В общем, он также и происходит. Но я, конечно, своим цветением невероятно довольна. Такой сказки никогда не было. И сейчас вот из-за холода я смотрю, они там в основном позакукливали корешки, либо кончики стали не такие длинные, растущие, а такие более тупые по форме. Вот. И это, я думаю, что из-за температуры. С температурой связано. Сейчас вот будет потеплее, и они, мне кажется, вернутся к этому делу. Ну и к тому же с цветением, видимо, как-то переключились. Мощности свои переключили на цветение, а не на рост. Но все равно у всех раскупленные корешки есть. В общем, что можно в целом про них сказать? Конечно, такого у меня никогда не было. Настолько вот орхидеи у меня никогда не цвели. Максимум там 2-3 у меня цвели. И вот не считая той вот пятнистой, которая, в принципе, на много цветов достаточно цвела, то есть все остальные у меня были как-то скромно. Я помню, в прошлом году у меня вот это вот все-таки Asian Coral, она у меня цвела, я посмотрела по фотографиям, по-моему, 3 или 4 цветка у нее всего лишь было. Вот это вот у меня в домашнем цветении только на 1 цветонос цвела. В общем, в целом, конечно, они гораздо лучше, гораздо больше, гораздо шикарнее цветение. И сами орхидеи выглядят прекрасно.
Я посмотрела, нашла фотографии случайно, как я вот их весной пересаживала. Я в ужасе была. Я не могла понять, неужели мои орхидеи могли быть в таком ужасном состоянии. То есть они абсолютно отвратительно выглядели внешне. То есть у них было огромное количество воздушных корней, поломанные листья, потому что они теряли равновесие, все время падали. В общем, было, конечно... Ну, то есть вот они у меня как трава росли в прямом смысле. То есть вот росли, я их поливала, вообще внимания не обращала, не ухаживала. И, конечно, стыдно просто перед ними, когда я смотрю на эти фотографии, до какого состояния вообще были доведены. Сейчас какой у меня уход. У нас вот зимой было очень холодно. Сейчас вот конец декабря, январь, достаточно хорошо поддувает из этих вот у нас, из окон, из стеклопакетов. У меня тут проложить ничего, в общем, возможности никакой нету. Я их стала поливать гораздо меньше на холоде и опрыскивать перестала, либо там где-то раз в день опрыскивала их. Даже несмотря на досветку, я за температуру очень переживала. К тому же на Новый год, на праздники мы уехали, и совершенно ничего не было. Ну, дома никого не было. У меня бабушка ходила, включала свет. И, конечно, световой день был меньше для них, потому что бабушка позже приходила, раньше выключала, в общем. И полива было меньше, температура была гораздо ниже, потому что у нас очень плохо батареи работают, и когда нас нету, здесь никакого подогрева, там, готовки еды, ничего такого нету, конечно, температура гораздо ниже. Вот, поэтому полив уменьшила, но на них это, в общем, никак не отразилось. Все бутончики все раскрыли, все цветочки. Когда я приехала, я вернулась, то есть стала выше температура, и я стала их купать. И сейчас я уже понимаю, что вот они все с цветами, им даже раз в неделю, им это очень мало купаться. То есть нужно вот где-то раз в 5 дней купать, душевать, либо поливать их. Но мне удобнее вот замачивать и сразу их еще и душевать. Сейчас тоже вернула опрыскивание, стала опрыскивать 1-2 раза в день. Я их опрыскиваю. Продолжаю. Стараюсь на цветы не попадать. Или на тыльную сторону цветов. Какая красота. Вот, спасибо огромное Наталье за то, что дает знания, дает возможность узнавать свои орхидеи, заниматься ими, дарить им свою любовь. И они нас благодарят за это своим прекрасным видом и тоже своей энергией, потому что, конечно, когда ухаживаешь за растением, это такой обмен. Ты ему даешь, оно тебе дает. И, конечно, они очень дают много силы, очень много настроения хорошего. Дорогие девочки, всем желаю времени свободного для своих орхидеек. Всем желаю любви, всем желаю красивого цветения, новых красавиц в коллекцию, подрастающих малышей. Всего самого-самого прекрасного. И, конечно, мира, добра и счастья всем. Подводя итог этого видео, я напомню вам, что сегодня мы побывали в северной столице России, в городе Санкт-Петербург, где зимние дни очень короткие, а зимние ночи чрезвычайно длинны. И если вы живете в северных городах нашей планеты и выращивать орхидеи у вас пока не получается, не отчаивайтесь. Все возможно. Главное – изучить физиологию орхидей, создать для них благоприятные условия и обеспечить их должным уходом. А в этом вам обязательно поможет канал «Классика орхидейного жанра», самый главный плейлист для изучения фаленопсисы «Вопросы по уходу». А теперь я предлагаю всем поделиться впечатлениями от увиденного в комментариях. И напомню вам, что 20 минут вы провели на канале «Классика орхидейного жанра».
И если вам понравилось это видео, если вы захотите вернуться на канал вновь, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх под видео, подпишитесь на канал. Если раньше вы этого не сделали, жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео. И оставайтесь со мной, ведь впереди у нас много интересного.